Итак, кажется, мы находимся сейчас в Северной Европе. Это Южная Америка. Откуда вы? А ну признавайтесь. Я без понятия. Честное слово, сегодня не мой день. Ты изучаешь русский язык, а также любишь географию? Тогда ты пришел в правильное место. Привет! Меня зовут Сергей, и сегодня мы будем изучать русский с помощью GeoGuessr. Я буду находиться в разных местах на карте мира и пытаться понять, где я нахожусь. Насколько хорошо я это смогу сделать? Ну, посмотрим. Ну что, вы готовы? Поехали! Так, ну что, сегодня мы продолжаем. Как вы видите, я немного поиграл в этом месяце. Немного. Я получил одну золотую медаль, две серебряных медали и две бронзовых медали. Получится ли у меня сегодня получить платину? Посмотрим. Итак, как всегда, выбираем весь мир. Итак, кажется, мы находимся сейчас в Северной Европе или в Америке. Не знаю. Да. Давайте посмотрим, что мы здесь видим. Мы видим дорогу, видим лес. И судя по погоде, сейчас осень. Потому что мы видим листья желтые, листья красные, листья зеленые, да. И здесь есть много сосен, да. Это сосна, это тоже сосна. Здесь также обитают олени. Написано здесь, что через 2,5 километра могут быть олени. Интересно, увидим ли мы сегодня оленей или нет? Но что важно заметить, здесь очень хорошая дорога. Точно не Россия. Ну что ж, пойдемте искать оленей. Да? Идем прямо, смотрим, есть ли здесь олени. Мы видим другую машину. Какой это бренд машины? Это Volkswagen, и машина небольшая. Может быть, там красивый вид. Да, мы можем видеть, что мы сейчас находимся на горе, да, и, может быть, давайте пойдем назад, потому что мне кажется, там есть вода или море. Я хочу, чтобы был лучший вид открывался. Так, какой-то видим знак. Стоп. Где этот знак? А вот здесь. Ага, судя по языку, мне кажется, это французский. Да, но в то же время название этой деревни Шамби. И Би это вообще, если я не ошибаюсь, по-шведски значит деревня. И мне кажется, может быть, это где-то на севере Франции, потому что в то время там были норманы, да, то есть викинги, которые приходили. Так что, может быть, это где-то на севере Франции, да? Вот. И мы видим здесь, красивые облака, железная дорога. Да, как красиво. Смотрите, там вдалеке маленький город. И мне кажется, здесь это горы или это облака? Непонятно. Да, но очень красивая архитектура. Точно такая старая французская архитектура. Есть железная дорога. Так, идем дальше, смотрим, что еще здесь мы можем интересного увидеть. Ага, мы можем пересечь эту железную дорогу. Так, как-то трудно здесь. Кажется, дальше нас не пускают. Да, что-то там написано, но мы ничего не видим, к сожалению. Хорошо, да, написано, что это Шамби. Да, в общем, что, попробуем угадать? Нет? Мне кажется, Северная Франция. Но я могу ошибаться. Да? Давайте попробуем. Вот. У нас, может быть, здесь есть горы. Тут есть где-нибудь горы, но есть море. Я думаю, это Британия.
да, не Бретония или Британия, да, где-то здесь. Давайте попробуем. Где-то, где есть горы. Ну, давайте вот здесь посмотрим. А должна быть железная дорога, да? Я не вижу здесь железную дорогу. Да, Шамби. Трудно найти мне эту деревню, но... Ну что ж, давайте попробуем, в любом случае. Уф, я был неправ. Это действительно был французский язык, но это была Швейцария. Ква-ква-ква. Да, очень далеко я был от этого. Вон оно как. Ну, понятно. То есть это было... мгм. Ясно. Недалеко от Женевы, да? А вот Женева, точно. Это было озеро, это было не море. Ну что поделать. Первый блин комом, как мы говорим. Может быть, дальше мне больше повезет. Смотрим дальше. Ох, снова горы. Снова лес. Боже мой, ну я люблю горы, я люблю лес. Я живу сейчас в горах и в лесу. Я думаю, мы видели это уже. Помните, в прошлый раз была похожая картинка. В общем, если вы правильно понимаете по этой архитектуре, если вы смотрели мое старое видео, мне кажется, мы здесь уже были. И если я правильно понимаю, это Япония, да, потому что очень японская архитектура, в то же время есть снег, значит, это где-то, возможно, либо северная Япония, но точно не знаю. В общем, я выбираю Японию. Поставлю где-нибудь в центре, на всякий случай. Ну вот, это была более южная часть, да. То есть я вот подумал бы на севере, потому что там есть снег, но все-таки была южная. Я был в 284 километрах от этого места. Но я получил много очков, 4000. Так что не все потеряно. Так, где мы сейчас? Здесь, мне кажется, очень хорошая погода, облака, да. Так, какие здесь у нас есть деревья? Это похоже на березу, мне кажется, это береза. И здесь есть много недостроек. Да, недостроек значит не до конца построенные дома. Да. Может быть, где угодно. Так, смотрим снова на знак. Так, кажется, это испанский язык, но я не уверен. Значит, мы находимся где-то в деревне. Да, здесь у людей есть старые машины, какое-то барахло, да, это барахло. Значит, вот тут люди тоже на машине. Может ли это быть Америка? Не знаю. Нужно больше информации со знаков. Так, какой это язык? Не могу понять. Возможно, это испанский. Окей, если очень большая территория, очень плоская, и это испанский язык, и много недостроек, то есть недостроенных домов, могу предположить, без стереотипов, что это Южная Америка. Давайте посмотрим на дороги. Да, похоже на Южную Америку. Хотя Филиппины? Нет. Слишком хорошие дороги, мне кажется, для Филиппин. Так, что там у нас написано? Куда это мы едем? Ля Вирджиния. Ну, это точно не Вирджиния, которая в Америке. Так, тут был знак. Так, стоп. Я бы хотел посмотреть на этот щит. Вот, окей, ну вот, прекрасно. Так, это Бразилия. Это бразильский, португальский или это все-таки испанский? Непонятно.
Где же мы находимся? Что мне может еще подсказать? Так, посмотрим на эту часть. Что там у нас написано? Блин. Честно говоря, я без понятия. О, какой-то национальный парк, что ли? Что это за место? Типанту. Вот. Ну, звучит... Вот это очень интересная архитектура, такая современная, красивая. Похоже на вообще, как будто бы для животных это сделали. Так, ну давайте еще немножко пройдемся. Я, честно, не в понятках, да? Опять у нас есть дорога, есть лес и ничего. Есть велосипедисты. Так, давайте посмотрим на велосипедистов. Привет, друзья, вы куда едете? Откуда вы? А ну, признавайтесь. Молчат. Вот какие они несговорчивые. Опять смотрим на машины. Volkswagen. Здесь опять пусто. Нет ничего. Ладно, так уж и быть. Я думаю, что это где-то Аргентина. Они очень любят давать Аргентину. В прошлый раз была Аргентина. Почему бы сейчас тоже не поставить Аргентину? Попробуем. Ха! Это действительно Аргентина, но я был немножко... вот, если бы я чуть-чуть еще прошелся, я бы заметил, что это у моря. Блин, вот не увидел там море, надо было чуть подольше погулять. Но ничего, по крайней мере, я был прав. Мы в Аргентине. И это уже неплохо. Так, у меня еще есть 2 шанса исправить положение и хотя бы получить серебряную медаль. Так, смотрим дальше. Итак, мы находимся сейчас, как мне кажется, в городе. Судя по архитектуре, это может быть Азия, а может быть даже Россия. Пока непонятно. Сейчас выйдем на дорогу, посмотрим. Так. Неужели это родная наша Россия? Нет, но мне кажется, это Восточная Европа. Интересно. Вот видите букву О, и над ней есть вот такой, как тильда, да? Я думаю, это эстонский язык, не финский, потому что вот это очень советская архитектура. Вы видите цвет, это просто какая-то башня, я не знаю. Ну, точно бывший Советский Союз. Да, и вот это О, мне кажется, в финском языке ее нет, но она есть в эстонском. Поэтому я могу предположить, да, и очень много старых людей, мало молодых людей. Точно, это Эстония. Насколько я знаю, там у них проблемы с демографией. Так, смотрим, есть ли какие-то веб-сайты. Нет, никаких веб-сайтов нет, которые давали бы нам подсказку. А вот Ну, точно, я был прав. Эстония. Ну, Эстония не очень трудно, да, потому что сама по себе страна маленькая. Это может быть где угодно. Я не знаю где, поэтому просто поставлю в центре Эстонии. Пусть будет так. О, прекрасно. Всего в 43 километрах от этого места. Ну, замечательно. Мы реабилитировались. Ура, ура, ура! Итак, у нас есть 14 тысяч. Если я правильно угадаю следующее это место, то я смогу получить, может быть, серебряную медаль. Точно не золотую, к сожалению. Так, снова лес, снова елки, да, сосны. Поле. Что это? Это кукуруза. Круглая дорога. И... да, интересно. Вот это больше похоже на Америку. Да, я думаю, с таким размахом могут отдыхать только американцы. Трейлеры. Так, нужно нам отсюда выбираться. Где-то мы находимся... Ну, где это? Ну, не знаю. Опять лес.
Так, давайте я быстренько промотаю. Так, хорошо, мы выбрались оттуда. И опять мы видим кукурузу. И написано максимум. Уж больно какой-то он испанский этот максимум. И 60. Это значит 60 километров. А значит, это не Америка, потому что они используют мили. Окей, значит, мы снова, возможно... О, женщина бежит с собакой, идет с собакой. Это почтовый ящик, мы называем по-русски. Вау, посмотрите, какой там крутой дом. Здесь очень богатые люди живут, однако. Может ли быть это Канада? Не знаю, не знаю. Снова почтовый ящик. Просто ящик и номер. И ничего. Так, какой-то там знак был. Опять написано 60 километров. Да, ну смотрите. Листья, давайте смотреть на деревья. Во-первых, мы видим клен. Клен, как вы знаете, это канадское дерево. О, смотрите-ка, я был прав. Да, у нас прямо клен здесь, а здесь у нас канадский флаг сожженный. Точно, в Америке они бы не стали оставлять флаг сожженным, а в Канаде можно. Теперь нужно только понять, где мы в Канаде, в каком штате. Это слишком большая страна. Да, можно Northmore Farms. Так, что тут еще написано? О, ничего не видно. Слушайте, ну, да, вот он, наш канадский флаг. Слишком они антипатриотичны, эти канадцы. Но большие поля, довольно холодный климат, да, я бы сказал здесь. Но здесь очень много богатых домов. И березки наши, да, это береза, мое любимое дерево. И поля. Ну что ж, боже мой, где мы в Канаде? Ну, наверное, не очень северный климат, но это может быть где угодно. Так, ну давайте еще раз попробуем. Не хочу сильно ошибиться. Может быть, вдруг что-нибудь мы увидим, какие-то еще подсказки. Так, вот здесь наконец-то выбрались на нормальную дорогу. Так, тут тоже есть какой-то знак? Нет? Тут что-то непонятное. Дорога хорошая. А, вот там надо туда идти. Там, мне кажется, будет город. Вот, что тут написано? Hidden. О, скрытые дома. О, там был знак. Где он? А вот, чуть-чуть сюда. Queensville Side Road. Где находится Квинсвилл? Непонятно. Вот он, этот Квинсвилл. В общем, мы где-то в Канаде с вами, друзья. Сейчас мы еще походим, побродим немного. Мне бы хотя бы угадать штат. Да, ну смотрите, здесь может быть холодный климат, да, то есть, ну, но это не северный климат, то есть это не Северная Канада. Я точно уверен, это не северные территории, и я думаю, это не Аляска. Мне кажется, это вот либо Альберта, либо Онтарио, либо Квебек. Давайте еще пройдемся чуть-чуть. Так, опять знак был где-то. Непонятно. Так. Уй, трудно. Ну, много богатых людей, много патриотов. Где живут канадские патриоты? Богатые, у которых есть большие фермы. Друзья, если вы канадцы, пишите в комментариях, подсказывайте мне. Я без понятия. Честное слово, сегодня не мой день. Но мне нравится, конечно, лес здесь. Он такой хороший, да, красивый. Я бы хотел здесь побыть. Много красивых домов. Но где-то точно не в городе. Да. Ну, посмотрим последний раз, что тут у нас есть. Написано просто имя семьи. И все. И все. И больше никакой абсолютно информации. О,
Что-то больше информация есть? Так, что тут написано? Мгм. Здесь заботятся о деревьях. Ну вот, мы видим, что здесь уже что-то больше похоже на реальный город, хотя, мне кажется, это просто фермы. Мы находимся в деревне, в канадской деревне. Но где это? Короче, я сдаюсь, друзья, я сдаюсь. Мне кажется, в Канаде мы можем так идти вечность. Так, но давайте попробуем подумать. Смотрите, это север, да, солнце у нас здесь сейчас. И получается, сейчас это у нас север, солнце у нас сейчас на юге. Да, получается сейчас день. Нет, это ничего мне не помогает. Я без понятия. В общем, Канада. Нет, точно не здесь. Не здесь, не здесь. Может быть, все-таки это Новый Брунсвик. Нет, я думаю, Альберта. Я выберу Альберту. Мне кажется, это похоже на Альберту. Давайте где-нибудь здесь. О, блин. Ну вот. Ах, если бы мы немножко еще поковырялись, мы бы поняли, что мы находимся недалеко от Торонто. Ну что поделать. Такая сегодня у нас игра получилась. Я получил... вот чуть-чуть не хватило мне до серебряной медали. Буквально 300 очков. Эх, ну что же я так сегодня? Ну, что поделаешь. Это все на сегодня, друзья. Спасибо большое, что смотрели это видео. Надеюсь, сегодня вам было так же интересно, как в прошлый раз. Если вы еще не видели старое видео про GeoGuessr, вы можете сделать это вот здесь. Или здесь. А если вы хотите стать моим патроном и поддерживать мой канал на Патреоне, вы также можете это сделать по ссылочке, опять же, где-то тут наверху. Я благодарю всех моих патронов, особенно таких супер патронов, как Джоэл, Джош, Джефф, Лиз, Холли, Майкл, Брюс Ли и Андрея. Спасибо вам большое, друзья. Ну что ж, желаю всем хорошего дня, до скорого и пока-пока!